Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Вчера стал доступен новый эпический пак, на этот раз с игроками каталонской Барселоны. Нам удалось заполучить именно 2 из 3 игроков, а именно Гвардиола и Стоичкова, и именно о них сегодня предлагаю и поговорить. Что это за игроки, что они себя представляют, стоят ли они вашей голды, ну и в целом, как они чувствуются на поле. Сегодня и обсудим. В комментариях делитесь своим мнением, если вам также удалось поиграть с ними. Не забывайте про лайки, ну а мы начинаем. Как и всегда, отдельная благодарность Юрию Гансу с канала eFootball Russia, который и одолжил свой аккаунт, чтобы мы могли затестить этих игроков. Ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии. Итак, как я и сказал в начале ролика, мы рассмотрим Христа Стоичкова и Пепа Гвардиола. И как такового акцента на одном из них не будет в этом ролике. Каждому из них постараемся уделить равное количество времени в данном видео, потому что они по-своему хороши, особо чего-то такого о них не скажешь, поэтому всего хорошего понемножку, ну и плохого, скорее всего, тоже. Итак, первым у нас на очереди идет Христо Стоичков, и что можно сказать про него? Приятель играет на позиции оттянутого форварда с стилем игры креативный плеймейкер, а это значит, что несмотря на его универсальность и на возможность сыграть слева на фланге, справа на фланге или вовсе центральным нападающим, там он будет несколько бесполезен. Да, игру поддержит, но направленности на ворота у него как таковой нет. Он скорее вот для конкретного такого подыгрыша в атаке. Что же касается его полной прокачанной версии, то уделяются скиллы контроль мяча и дриблинг, которые позволяют ему достаточно плавно обращаться с мячом, но все рушится не самым большим балансом. Но что самое приятное, у него неплохая реализация, исполнение стандартов и подкрутка, а это значит, что бить им из-за штрафной одно удовольствие. Более того, в его навыках проставлен удар с подсечкой, наклевом и без обработки, что в лишний раз позволяет бить христостойчивым поворотом. Жалко, что таких моментов не часто возникает. Также, что еще касаемо навыков игрока, у него здесь проставлены пас в разрез, низкий пас с навесом, которые немножко нивелируют его скиллы пасов, но на самом деле с ними тоже не все так плохо, то есть для подыгрывающего оттянутого форварда вполне неплохо. Хотя, забегая наперед, иногда у него передачи откровенно не проходят, но об этом чуть позже. Что же касаемо Хосепа Гвардиолы, то по первым впечатлениям он создает достаточно обманчивые впечатления, потому что его непрокачанная версия, ну скажем так, чем-то особым не выделяется. Стоит отметить, что аккаунт, на котором я его тестил, также его прокачал не полностью, но стоит признать, что Гвардиола достаточно много жрет по части прокачки, поэтому очков банально не хватило, но даже с рейтингом 94 и имеющимися скиллами он выглядит очень даже отлично. Его единственный бич — это малое количество возможных позиций, то есть он может сыграть только в опорке и плюс-минус в полузащите. Конечно, на позиции АПЗ я его не требую, но хотя бы нормально проставить позицию ЦПЗ, потому что с его навыками дирижера и его великолепными пасами такого игрока не хватает именно на позиции центрального полузащитника. Что же касаемо его основных скиллов, которые предназначены скорее для опорки, а именно оборонительные, они, конечно, скромные на фоне того же Макелеле и других опорников разрушительного плана, но Гвардиола он именно что другой, он дирижер, он именно тот, кто разгоняет атаки своими пасами, а с пасами у него все отлично. Это подтверждают и цифры, и его навыки, в которых присутствуют пас с касания, пас в разрез, пас на ход и низкий пас навесом. Более того, не самые большие цифры по части оборонительных действий полностью нивелируются перехватом и блокировщиком. Что же касаемо игрового экспириенса непосредственно, то как таковых вот прям ярких впечатлений от обоих я не словил, но из этой двойки мне больше всего понравился Гвардиола, потому что, повторюсь, его первоначальные скиллы, которые без прокачки какого-то такого восхищения не вызывали. Но попробовав его во время матча и уже чуть более прокачанным, он показывает, что может быть он далеко не самый лучший опорник по части перехвата, хотя и с этим у него все не так уж и плохо. Но по части опорника, который будет разгонять атаки вашей команды своими пасами, он просто великолепен. Тут обратная ситуация, нежели с Макелеле. То есть цифры у них плюс-минус похожи, возможно у Макелеле побольше, но тем не менее. Но здесь у Гвардиолы точно видно, что он прям такой распасовщик. Этому способствует
способствуют как скиллы, так и его стиль игры. Даже в самой неудобной ситуации, при борьбе с соперником, передачи зачастую доходят до его партнеров, и это очень круто. Касаемо его полномочий по части опорника, то он также неплохо подбирает позицию, хоть и не всегда поднимается выше, чтобы оказаться выше соперника. Тем не менее, постоянно пытается играть первым на перехвате, а когда выходит 1 на 1 с соперником, не позволяет ему зачастую пройти, несмотря, опять же, на не самые высокие цифры по части оборонительных навыков. Христо Стоичков, как я отмечал чуть ранее, такой подыгрывающий атакующий игрок, и от него не стоит ожидать, что он будет прям бежать к воротам. Несмотря на его отличные цифры по части подкрутки, исполнения стандартов и в целом навыков ударов, он не так уж и часто бьет по воротам, то есть у него возникает не так уж и часто подобных моментов. Но когда он пробивает по воротам, он зачастую попадает. Но я бы посоветовал вам рассматривать Стоичкова как вот такого подыгрывающего игрока, повторюсь же опять, то есть он отлично действует в подыгрыше, всегда найдет позицию, чтобы открыться, или наоборот, сам разгоняет атаки, поскольку скорость ему это позволяет. Но единственный минус заключается в том, что для игрока его позиции, оттянутого форварда, у него крайне слабая выносливость, поэтому его более чем на один тайм не хватит. Но касаемо тех же передач, у него они как-то 50 на 50, то есть раз на раз не приходится. В одном моменте он отлично отдаст передачу, в другом моменте просто засрет вам атаку. И так происходит с такой вот заметной периодичностью. То хорошо, то плохо, то плохо, то хорошо. Но в целом Стоичков, так же как и Гвардиола, оставил положительное впечатление, но не настолько, что ради него бы я крутил этот пак. Поэтому если крутить этот каталонский пак, то только ради Гвардиолы, который неплохо играет как в защите и крайне отлично играет как тот самый дирижер, который и начинает атаки вашей команды. После Макелеле я остался от Гвардиолы в полном восторге. И вот он своей-то голды стоит. Но не факт, что вам попадется именно он. Возможно, вам попадется Феррер, который не попался нам. А поэтому его и нет в этом обзоре. Если вам также довелось поиграть вот этими игроками, которых мы сегодня рассмотрели, то дайте знать в комментариях, как они вам. В общем, согласны ли вы с моим мнением или же нет, я буду ждать в комментариях под этим роликом. На этом же у меня все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность. Услышимся уже в следующих видео. Всем удачи и до скорых встреч.